Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такой круг из джута. Давайте рассмотрим его поближе. Очень красивый рисунок. Использовала рельефные столбики. Он такой плотненький, толстенький получился мат. Поэтому его можно использовать как подставку под горячее. Но много вариантов, куда можно применить такой круг. Еще как вариант можно связать две такие половинки и сделать из них сумку. Это у нас будут боковые части сумки. Связать полоску, дно и ручку. И уже получится такая дизайнерская сумка в стиле бохо. Если тем более еще украсить бахромой какой-то, но это уже как фантазия кому что подскажет. Можно сделать ее на подкладке, так как здесь есть ряд таких прозрачных вот столбики просвечивают. Можно и без подкладки. Можно просто как украшение для дома, как панно, как коврик на стол. Этот круг можно применять в качестве основы для коврика, для половика. Можно связать также несколько кругов, соединить их между собой и сделать обвязку. Но это уже будет тема для размышления. Тут уже нужно проявить дизайнерские способности, как их соединить, как заполнить уголки между кругами. Это уже будет другая история. Можно сделать коврик также и круглым, довязывать дальше, но это уже просто как пример, как может выглядеть коврик из джута. Размер такого круга у меня получился 25 сантиметров. Как вы заметили, я вязала его не из обычного бытового джута, а нитки для вязания. Он имеет такой розоватый кофейный оттенок. Но из обычного джута такой круг будет также смотреться интересно, красиво и нарядно. В этом видео мы с вами все подробно разберем, шаг за шагом. Если вам нравится такой узор, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Схема этого круга состоит из 11 рядов, так что в этом видео мы с вами быстро свяжем такой интересный узор. Вязать я буду из джута арахна. Цвет 005, очень приятный, цвет пыльной розы. Это стопроцентный джут, в 100 граммах 90 метров. Пряжа для ручного вязания. Спицы рекомендуют 4-6 миллиметра. Я буду использовать крючок 5 миллиметров. Мне кажется, он хорошо подходит под эту пряжу. Итак, делаем скользящую петлю. Подхватываем нить. Сделали первую петлю, немножечко затянем. Еще 2 воздушные. 1, 2. Выполнили начальный столбик с накидом. И в кольцо, в петлю провязываем 11 столбиков с накидом. Итого получится 12 столбиков, считая первые 3 воздушные петли подъема. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Итак, подошли к концу ряда, провязали 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. За хвостик затягиваем кольцо, чтобы отверстие было минимальное. Так. И теперь нам нужно соединить
в вершину начального столбика с накидом в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. Вытягиваем ниточку, придерживаем пальчиком нить на крючке, перекручиваем, подхватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем 2 петли на крючке. Выполнили начальный столбик с накидом вот таким образом. Это новый способ у нас такой будет. Накид, и сюда же в эту петлю, куда мы делали соединение, провязываем еще один столбик с накидом. Второй столбик с накидом провязали. В следующий столбик также провязываем 2 столбика с накидом. Первый и второй. Вот этот 4-й столбик нам нужно отметить маркером для дальнейшего вязания, чтобы нам потом не искать. Вот 4-й столбик пометили. И теперь в каждый столбик по кругу провязываем по 2 столбика с накидом. И у нас получится 24 столбика с накидом. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю пару столбиков и соединяем вершину начального столбика с накидом соединительной петлей. Так, надо под 2 нитки соединить, чтобы петля была не вытянутая. Так, все, соединили. Второй ряд у нас готов. Вяжем 3-й ряд, 1 воздушная петля подъема, и в этот столбик провязываем столбик без накида. Так, вот этот столбик у меня очень плотно провязан, можно было послабее его сделать. Так, выполнили начальный столбик без накида, далее 2 воздушные петли, пропускаем столбик в следующий столбик без накида. 2 воздушные, арочка, пропускаем в следующий столбик без накида, 2 воздушные. Так, вяжем по кругу. У нас получится 12 арок из 2 воздушных петель. Итак, провязали последние 2 воздушные петли и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 3-й ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд, 1 воздушная петля подъема, и в этот же столбик провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. В следующую арку столбик без накида. Теперь делаем 2 накида, и нам нужно провязать рельефный лицевой столбик вокруг отмеченного столбика. Все, маркер мы можем убрать. Заприметили этот столбик, заводим крючок спереди назад под отмеченный столбик, подхватили рабочую нить и закрываем попарно петли на крючке. Первый накид, второй накид и до конца. Провязали рельефный столбик, и теперь в эту же арку, куда мы провязывали столбик без накида, еще 1 столбик без накида. Теперь столбик без накида в следующий столбик и в следующую арку. Делаем 2 накида, пропускаем столбик 2-го ряда. В этот мы провязывали рельефный, этот пропускаем. И в следующий через 1 также провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. В
ту же арку провязываем столбик без накида, в следующий столбик без накида и в следующую арку. Так, 2 накида, пропускаем столбик и вокруг следующего провязываем следующий рельефный столбик лицевой с 2 накидами. Провязали. И в эту же арку столбик без накида, в следующий столбик и в следующую арку. 3 столбика без накида подряд. Вот так. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний столбик без накида и соединяем вершину начального столбика без накида. 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд, 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик и в каждый столбик по кругу провязываем по столбику без накида. Можно вот этот первый столбик отметить, чтобы не разбежаться и не промахнуться. Теперь в рельефный, в следующие 3 столбика без накида продолжаем вязать. В каждый столбик провязываем по столбику без накида. Подошли к концу ряда, провязали последний столбик без накида и соединяем в начальный столбик, но за заднюю дольку, за заднюю половинку. У нас каждая петля состоит из 2 половинок. Вставляем крючок под заднюю. Соединили. 5-й ряд у нас готов. Вяжем, у нас получилось 48 столбиков без накида. Вяжем 6-й ряд. Делаем воздушную петлю подъема и в эту петлю также за заднюю половинку провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Также можно его пометить. И в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по столбику без накида, но вяжем за задние дольки. 3, 4 и у нас также получится 48 столбиков без накида. Вяжем за задние половинки, а впереди у нас остается косичка из свободных долек. Итак, провязали последний столбик без накида и соединяем в начальный столбик уже за обе половинки с соединительной петлей. 6-й ряд у нас готов. Вяжем 7-й ряд. Вытягиваем ниточку на высоту столбика, придерживаем пальчиком, перекручиваем, подхватываем рабочую нить, вытянули и протянули через 2 петли на крючке. Выполнили начальный столбик с накидом. Еще 1 воздушная петля, это арка. И в следующий столбик провязываем столбик с накидом. 1 воздушная, в следующий столбик столбик с накидом, 1 воздушная. Так вяжем по кругу, в каждый столбик провязываем по столбику с накидом и между столбиками провязываем арки из 1 воздушной петли. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний столбик с накидом, 1 воздушная петля и соединяем вершину начального столбика с накидом с соединительной петлей. 7-й ряд у нас готов. Вяжем 8-й ряд, 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик, куда мы делали соединение. Выполнили начальный столбик. Теперь в арку столбик без накида, в
в следующий столбик в арку из одной воздушной петли, в столбик. Так, вяжем по кругу, столбики без накида. Провязали последний столбик без накида и делаем соединительную петлю в начальный столбик без накида, также за заднюю половинку. Восьмой ряд у нас готов. У нас получилось 96 столбиков без накида. Если салфетка немножко фалдит, ничего страшного, потом она расправится. Вяжем 9 ряд. Делаем начальный столбик без накида. Мне понравился этот способ. Столбики выглядят как настоящие столбики с накидом. Накид. В следующий столбик без накида провязываем столбик с накидом также за заднюю дольку. И в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по столбику с накидом за заднюю полупетлю. И у нас получится также 96 столбиков с накидом. Вяжем самостоятельно. Подошли к концу ряда, провязали последний столбик с накидом и соединяем вершину начального столбика с накидом соединительной петлей. 9 ряд у нас готов. У нас получилось 96 столбиков с накидом. Вяжем 10 ряд. 1 воздушная петля подъема, и в этот столбик провязываем начальный столбик без накида. Провязали. Делаем 2 накида. И теперь смотрим, куда мы провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Вот у нас первый столбик, он у нас немножко вверх поднялся, передняя половинка. Второй, третий, четвертый и пятый. Вот за переднюю половинку 5 столбик у нас 8 ряда. Вставляем крючок и провязываем рельефный столбик с 2 накидами. Он у нас идет поверх столбиков с накидами 9 ряда. Далее пропускаем столбик и в следующий вяжем столбик без накида. Снова делаем 2 накида, пропускаем петлю, вот переднюю дольку, и в следующую провязываем столбик с 2 накидами. Пропускаем столбик, в следующий столбик без накида. Вот такие рельефные столбики у нас лежат поверх вот этой полоски. 2 накида, пропускаем за следующую петлю, провязываем столбик с 2 накидами рельефный лицевой. Пропускаем столбик, в следующий столбик без накида. Уже вяжем вершину столбиков 9 ряда. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний рельефный столбик с 2 накидами и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей за обе дольки. 10 ряд у нас готов. Вяжем 11 ряд. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик, и в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по столбику без накида.
столбик без накида в рельефный столбик, столбик без накида в рельефный столбик. Вяжем самостоятельно. Итак, провязали последний столбик. На этом мы заканчиваем вязать. Сейчас отрежу кончик и красиво спрячем хвостик, чтобы у нас край был ровненький. Так. Вытаскиваем нитку из петли. Сейчас возьму крючочек немножко потоньше. Вставляем под начальную петлю. Протягиваем. И возвращаем обратно сверху вниз в последнюю петлю. Вот так аккуратненько краешек у нас сравняли и незаметен стык. Сейчас спрячем хвостик, вплетем его несколько раз под ниточки. Так, расправляем наш круг. Немножечко можно его растянуть еще, чтобы все столбики встали на свои места. Ну вот такой красивый круг мы с вами связали. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной этот замечательный, красивый узор крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!